Салам алейкум. Вы смотрите народный проект Узбекистан на канале «Диалоги о рыбалке». Сегодня в Бухаре проходит грандиозное событие, ежегодный, традиционный, 18-й фестиваль шелка и специй. Давайте не упустим такую возможность и насладимся яркими красками шелка и ароматами восточных специй. Фестиваль «Шелк и специи» – это ежегодный праздник, который проводится в Бухаре, в городе на Великом Шелковом пути. В этом году это 18-й и традиционный международный фестиваль «Шелк и специи». Бухара была одним из тех городов, через которые обязательно проходил торговый маршрут с востока на запад. Атмосферу восточной сказки, как всегда, делает красочное шествие, которое принесет гостей фестиваля на тысячи лет назад, когда из Китая и Европы шли караваны, груженные шелком и специями, проходя через горные перевалы и жаркие пустыни, останавливались в цветущих оазисах. Цель этого фестиваля – сохранить существующее культурное наследие со всеми его специфическими особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержать народное ремесло, такое как золотая вышивка, ручное ткачество, резьба по дереву, ковроткачество, строительное мастерство и изобразительное искусство. На фестивале «Шелк и специи» вы окажетесь в мире восточной сказки. На открытии обычно проходят праздничные шествия, где люди наряжаются в национальные костюмы, выступают артисты, танцоры, акробаты и силачи. А по улице, соединяющей торговые купола Бухары, проходят караваны верблюдов и лошадей. Все это создает впечатление о путешествии на тысячи лет назад.
завершением фестиваля «Шелк и специи», как всегда, проходит большой концерт, где можно услышать все богатство узбекской фольклорной музыки. Насладившись праздником и угостившись специями для нашего ужина на природе, ранним утром мы держим путь на рыбалку. Сегодня мы направляемся в город Карши, в Каршинскую область. Это где-то 250 километров от города Бухары. А рыбачить будем сегодня мы на судака, на озере Сичанкуль. На этот раз наша страсть к рыбалке занесла нас очень далеко от Бухары, вглубь Кашкадаринской пустыни, на озеро Сичанкуль. Выехав к 11 утра, к 4 дням мы прибыли в пункт назначения. Степные холмы скрывают от людских глаз восточную жемчужину страны, где огромное водное пространство на фоне такого пейзажа кажется похожим на мираж. Вокруг только безжизненный пустынный ландшафт. Вы даже не почувствуете расстояние, которое вы проехали. Все однообразно. Скоро закончилась асфальтная дорога, и нас понесло по пустыне. Езда внутри машины напомнила американские горки. Местами даже укачивала. Небо затянуло тучками и облаками, и стало довольно пасмурно. Вскоре пошел дождь. Пустыня бывает ласковой и нежной, а бывает и грозной, как и сейчас. Она как хамелеон, постоянно меняет свою окраску и свой нрав. Наконец, мы прибыли на место. В это время на другом берегу наши товарищи не особо скучали. То и дело кто-то что-то тащил или уговаривал глупую рыбу не промахиваться и схватить таки приманку как следует.
выезда подряд я не смог реализовать, пожалуй, самый реальный шанс этого сезона – провалить крупняк. Хотя, если совсем откровенно, без спасательных попутчиков и надежных товарищей рыбалка не та. И как уже, наверное, догадались многие телезрители, я очень люблю рыбалку. Всю свою сознательную рыболовную карьеру я ловил на поплавочные снасти. А вот последние пару лет я тотально увлекся донкой. И этот вид ловли меня настолько увлек, что ничего другого мне сейчас не нужно. Поэтому сегодня мы решили охотиться за хищником-судаком до дома. Что такое рыбалка? На этот вопрос могут ответить как взрослые, так и дети. С самого детства мы ходили на речку, пруд или на любой другой водоем и проводили там свое свободное время, ловя разных рыбок, которые потрясали нас своим размером и окрасом. Будучи детьми, лучшей удочкой был камыш или обычная палка, а в качестве приманки был самый обыкновенный кусочек хлеба или червь. Но в наше время уже появилось очень большое количество снастей и приманок для разных рыб. Сегодня рыбачить будем на судака, будем брать нарезку. Я вам сейчас покажу, как готовится она. Берем филейную часть рыбы. Где-то получатся вот такие ломтики вот. И, кстати, на сазана тоже так же будем. Просто вот эти нарезки получается поменьше вот такой дольки. Вот я сейчас вам покажу. Вот она на такие нарезки идет хорошо сазан. Будем пробовать. Посадим на крючок. А сегодня ночью как раз будем рыбачить и на сазана, и на судака. А на что нам повезет, мы вам покажем. Приехав на рыбалку в Узбекистан, вам предложат множество самых разнообразных вариантов, не говоря уже о знаменитых Арнасайских озерах и реке Амударьи. За последнее время популярность такого активного отдыха, как рыбалка, сильно выросла. Немалый процент мужчин называют рыбалку одним из лучших способов расслабиться и отдохнуть. Речь не идет о количестве улова, хотя это немаловажно, а в первую очередь побыть вдали от шума городских улиц. И пребывание на природе вблизи водоема благоприятно влияет на настроение и самочувствие человека, позволяет снять нервное напряжение после рабочих дней. Согласитесь, рыбалка не самый скучный способ отдохнуть. Я давно забыл, что такое нормальная рыбалка. За последние несколько выездов мы так и не поймали трофейных рыб. Но здесь совсем другое место. За пару часов мы наловили различные рыбы.
И приподнятое настроение от красочного заката слегка испортил сильный ветер, который не переставал буянить до утра. Если вы приехали на рыбалку, то вам без лишних слов захочется вкусить весь аромат свежепойманной рыбы, приготовить на берегу вкуснейшую озерную рыбу и насладиться ароматами ухи. Ночная рыбалка к тому же имеет ряд очевидных плюсов. На берегах меньше народу, нет полуденного солнцепека, да и многие весьма осторожные представители рыбного царства именно в ночной темноте выходят на охоту, покидая свои укромные дневные стоянки. С наступлением темноты судаки и другие хищники выходят на мелководные перекаты, где активно охотятся за мелкой рыбой. Найти хорошее место непросто, но имея в запасе 5-6 уловистых точек, можно успешно ловить всю ночь.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, как наша история, ночная рыбалка на озере Чичанкуль. Нам удалось поймать несколько судаков, несколько сазанчиков, от поимки которого мы получили массу удовольствия. На этом мы с вами прощаемся. Вы смотрели народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Встретимся в следующей передаче. Всем ни хвоста, ни чешуи.